Приветствую, друзья! Сегодня с линии фронта приходит следующая информация. Русская армия активно продвигается и на Днепропетровском направлении, и на Запорожском направлении, ну и, собственно, на Покровском направлении также очень серьезно, интенсивно идут бои, как, собственно, в самом городе Покровск, так и, собственно, сейчас уже в Константиновке идут бои и в Купянске. И сейчас, конечно же, бои носят весьма интенсивный характер. И на кадрах можно заметить, что сейчас очень активно с обеих сторон используют дроны. Ну и, естественно, сейчас наши штурмовики, несмотря ни на что, все равно продвигаются вперед и имеют продвижение фактически каждые сутки. Ну и, естественно, ВКС РФ в этом им серьезно помогает, обнуляя фактически самые серьезные натовские укрепрайоны, которые встречаются у них на пути. На этом фоне аналитики режима Зеленского фактически превратились в капитанов очевидность, которые заявляют, что русская армия каждый день продвигается вперед. И, конечно же, на многих направлениях сразу. И они на своих картах также вынуждены, собственно, отвечать продвижению русской армии, хоть и с задержкой, но тем не менее, собственно, последовательно и регулярно каждый день. Из интересного можно добавить, что натовские наемники также начинают жаловаться, что русская армия сделала мертвую зону в Харьковской области, и на карте можно заметить, каким образом она примерно выглядит. И с учетом того, что сейчас наша русская армия использует дроны, которые очень серьезно бьют и на 40, и на 50 километров, очевидно, таким образом просто обнуляют снабжение натовской ЧВК ВСУ и обеспечивают очень серьезные потери натовским наемникам. И в этой, собственно, зоне смерти очень проблематично вообще передвигаться, да и жить, потому что, конечно же, наши разведывательные дроны работают 24/7. Ну и, естественно, сейчас натовские наемники сильно переживают, что если сейчас будет массовое производство наших разведывательных дронов, которые могут фактически выступать ретрансляторами и носителями FPV-дронов, то ситуация там у них резко может ухудшиться, потому что, очевидно, ударов по целям натовской ЧВК ВСУ просто станет кратно больше. Натовские наемники параллельно с этим строят различные линии укрепления, и, естественно, наши дроны дальнобойные регулярно уничтожают различную строительную технику натовской ЧВК ВСУ, причем данной техники у режима Зеленского крайне много, потому что со всех стран Евросоюза такой техники понадавали, причем даже специализированной, конкретно даже с Бундесвера передали специальные бронированные такие трактора для того, чтобы вырыть там побольше укреплений и так далее, и также их, конечно же, регулярно уничтожают. Для того, чтобы понимать интенсивность боев, обратите внимание на кадры с города Доброполье, который пока еще находится под контролем натовской ЧВК ВСУ, но тем не менее, судя по интенсивности боев в том направлении, особо ненадолго. И сейчас там, собственно, также наша русская армия сделала примерно 40-50 километровую мертвую зону. И, конечно же, на данных кадрах мы можем заметить, что никаких натовских наемников там гулять априори на свежем воздухе не может, потому что это все для них заканчивается очень быстро смертью. Ну а некоторые офицеры натовской ЧВК ВСУ на своих форумах объясняют, что очень скоро могут уже у ВКС РФ появиться очень тяжелые FPV-дроны, и прямо рои этих дронов могут атаковать даже военные объекты ЧВК ВСУ в Киеве, а это для режима Зеленского очень серьезный будет удар. И, очевидно, сейчас очень активно применяют для этих целей герани, которые также наводятся и по видеоканалу связи, и в этом отношении, судя по всему, данную практику будут развивать, потому что сейчас активно тестируется наша российская спутниковая система связи, и как только, собственно, у русской армии появится аналог Старлинка, то, естественно, эти антенны нашего российского спутникового интернета будут на наших ударных дронов, которые, собственно, могут также наводиться уже более качественно по видеосигналу и четко по целям. Ну а Верховная Ради нардеп Костенко заявил о том, что все-таки
сегодняшние темпы похищения людей на улицах на территории, оккупированной блоком НАТО, недостаточны, потому что они фактически только наполовину позволяют наполнить бригады натовской ЧВК ВСУ с учетом гигантских потерь, и в этом плане нужно с этим срочно что-то делать. И возмущается пан Костенко в отношении того, что когда режим Зеленского думал остановить массовый отъезд выезда молодежи за границу до 18 лет и разрешили от 18 до 22 выезжать за границу для того, чтобы это остановить, то, собственно, это решение вызвало просто массовый отъезд молодежи от 18 до 22 за границу, и это уже ударило очень серьезно по экономике натовского недорейха, потому что, конечно же, молодые люди решили воспользоваться окном возможности и избежать бесплатно с натовского концлагеря Украины Зеленского. Примечательно, что глава Финляндии обозначил, что для того, чтобы режиму Зеленского дать некие гарантии безопасности, страны Евросоюза должны фактически взять обязательство воевать против России, причем в открытую и публично. А это, естественно, чревато ядерной войной. И в этом отношении мы видим, что такие страны, как Финляндия, Прибалтика, то есть такие страны камикадзе, они, конечно же, готовы брать на себя такие обязательства, но и, естественно, для них ничем хорошим это не закончится априори. Но, тем не менее, страны, которые обладают ядерным оружием, это, конечно же, Франция, Британия, Соединенные Штаты Америки. Конечно, от этой всей идеи, неких таких гарантий, вот гарантированное объявление войны против России, конечно же, они брать на себя такие обязательства не хотят. И, естественно, западные страны говорят о гарантии безопасности, но по факту просто вот ничего не могут предложить режиму Зеленского, потому что, естественно, никто не хочет погибать в ядерной войне за недорейх. И очевидно, несмотря на то, что Украина хороший полигон для натовских стран в плане вот прокси-войны против России, но очевидно, они рисковать своим существованием ради этого полигона не собираются. Из интересного можно добавить, что в сеть слили уже более 20 миллионов записей с приложения DIA. Это аналог госуслуг на Украине Зеленского. И, собственно, несложно догадаться, что если режим Зеленского продал давным-давно украинские черноземы, миллионы гектаров, продал давным-давно уже украинские недра, обязательства кредитных навесил на государство Украина в 500 миллиардов, то, естественно, эти персонажи будут торговать личными данными граждан Украины налево и направо, и подобного рода утечки это просто яркое тому подтверждение. Зарабатывать, естественно, если они могут, они будут это делать. Ну а ВКС РФ на этом фоне активно работала этой ночью, причем на многих направлениях, и очень активно охотились за различными натовскими системами ПВО. И вот подловили очередной комплекс вот ПВО С-300 натовский, и туда отправили вот Искандер с кассетной боевой частью. И на видео можно заметить, что Искандер прилетел именно туда, куда надо. Ну и в последующем, собственно, установка С-300 даже сдетонировала. И на кадрах это также можно заметить. Поэтому поздравить можно ВКС РФ с учетом уничтожения очередного очень дефицитного натовского комплекса ПВО. Ну а пока на различных поездах, вот в недорейхе Зеленского, на табло местные жители втихаря пишут «Слава России», мы видим, что ВПК подкрепляет все эти вот параметры и вот продемонстрировал новую высокоточную дальнобойную российскую РСЗО на очередной выставке вооружений. И, безусловно, эта система РСЗО очень скоро появится в зоне проведения СВО и, естественно, с очень серьезным результатом. Однако не только военно-промышленный комплекс России может похвастаться своими достижениями. Вот конкретно уже гражданское самолетостроение тестирует двигатель ПД-35, особо вот мощный для того, чтобы наша промышленность могла выпускать широкофюзеляжные вот дальние, вот дальнемагистральные такие вот самолеты пассажирские. И, естественно, такой двигатель очень пригодится в плане вот перспектив нашего отечественного самолетостроения, потому что после вот все-таки развала Советского Союза мы пока не можем выпускать широкофюзеляжные самолеты, ну и даже вот среднемагистральные
магистральные самолеты. Вот мы только-только вот тестируем на российской элементной базе для того, чтобы полностью уже наладить их серийное производство. Поэтому сейчас, конечно же, когда идет тестировка двигателей, которые в перспективе очень серьезно могут продвинуть наше самолетостроение, это, безусловно, очень даже хорошо. Кстати, вот уже второй экземпляр МС-21 с полностью отечественной элементной базой пошел проходить испытания. И, естественно, такие испытания сейчас будут вести уже к полноценному запуску серийного производства данных самолетов. Ну и, конечно же, эта вся история говорит о том, что идет полноценное возрождение нашего самолетостроения гражданского, которое было утрачено во многом после развала Союза. И, конечно, очень многие вот после развала Советского Союза не без помощи западных различных спецслужб разваливали наше самолетостроение и делали все возможное, чтобы наша российская промышленность полностью зависела от западных стран и не могла строить вот автономно летающие, собственно, вот суда. И в этом отношении, конечно же, нужно проводить определенную работу для того, чтобы этих всех менеджеров, министров, которые в этом замешаны, в том, что наши предприятия завязаны были на различной натовской элементной базе, всех этих персонажей нужно, естественно, вот, полагаю, призывать к ответу и расследовать против них уголовные дела, потому что там явно попахивает госизменой. Параллельно с этим мы видим, что Дональд Трамп решил блеснуть интеллектом и пригрозил талибам серьезными плохими делами, если они не передадут обратно Соединенным Штатам авиабазу в Баграме. Это на территории Афганистана, и оттуда США, как известно, сбежали. Ну и Трамп обозначил, если Соединенные Штаты эту базу строили, значит Соединенным Штатам эту базу нужно вернуть. Единственное, что Трамп не учел, так это то, что американцы эту авиабазу не строили. И по его логике, конечно, эту авиабазу нужно вернуть Российской Федерации, потому что строил ее еще Советский Союз. И, естественно, если вот Трамп обозначил, что кто строил, тот, собственно, должен и получить эту авиабазу, тогда уже, получается, США выступают за то, чтобы авиабаза в Афганистане перешла все-таки к России, потому что Россия – это правопреемник Советского Союза официально. Но режимники Нетаньяху продолжают геноцид в секторе Газа, и можно заметить даже на этой вот фотографии, как было и как стало вот в секторе Газа после вот израильских авиаударов. И, собственно, Нетаньяху сейчас очень даже переживает, потому что Египет на Синайский полуостров подтянул очень много различных китайских комплексов ПВО, которые очень, знаете, качественные и представляют очень существенную угрозу для израильской авиации. Ну и, конечно же, сейчас Израиль по этому поводу возмутился и просит США максимально надавить на Египет. Иран также наблюдает за всеми этими процессами, и поэтому сейчас уже Исламская Республика полностью отказалась от каких-либо взаимодействий с МАГАТЭ, организацией, которая, как показала практика, является просто разведывательной структурой армии США. И ее глава фактически напрямую докладывает, где конкретно нужно вот наносить удары американской авиации для получения максимального результата. И в этом отношении, очевидно, Иран сделал очень правильное решение. Ну а пока западная пресса жалуется на теневой флот Российской Федерации, который стал настолько огромный и мощный, что фактически своей большой тенью затмевает официальный флот англосаксов, сейчас мы видим, что режим Макрона продолжает ловить последствия своей неадекватной русофобской политики, и местные жители, французы, обычные, естественно, против того, чтобы сокращали социальные расходы, закручивали гайки во Франции для того, чтобы Макрон мог продолжать вести прокси-войну против России, которая для Франции в лучшем случае закончится ничем, ну а в худшем случае ядерным апокалипсисом. И в этом отношении сейчас там на территории Франции идут активные бои. Ну и, конечно, режим Макрона кинул полицаев на подавление всех этих протестов. Параллельно с этим в недорейхе Зеленского все чаще люди дают отпор бандам ТЦКшников. И вот в Кировоградской области конкретно
при вот попытке похищения очередного гражданина, гражданин начал просто отстреливаться по ТЦКшникам, и 2 персонажа уже ранены, лежит в больнице, ну а, собственно, человека так словить они и не смогли. Вот такая вот поучительная и, кстати, позитивная очень история. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. Также не забывайте подписываться на мой канал в национальном российском вот мессенджере Мах. Собственно, ссылку я оставлю в описании для того, чтобы вы смогли, собственно, всегда найти ссылку на мой канал в Махе. До скорого.